1983 году бесследно исчез священник из небольшого городка в штате Вермонт, оставив свое религиозное сообщество лишь с догадками о том, что произошло. Но 27 лет спустя, во время расчистки заброшенного участка в лесу, неподалеку лесоруб наткнулся на нечто шокирующее под старым пнем — тайну, которая до этого была скрыта. Оливер Грейсон, которому сейчас было 42 года, сидел один в своей скромной квартире на окраине города. Слабый гул телевизора наполнял комнату, когда он потянулся за пультом и начал щелкать каналы. На одном из каналов шла религиозная программа, где пожилой проповедник читал проповедь, а позади него мягко светились витражные окна. Оливера пронзили болезненные воспоминания. Голос проповедника напоминал голос его отца, Джеймса Грейсона, священника, который когда-то с такой страстью проповедовал в их городе. Прошло 27 лет с тех пор, как он исчез, и с той поры тишина вытеснила из сердца Оливера веру и надежду. Он отвернулся от экрана, не в силах слушать молитвы и гимны, которые раньше приносили утешение. В этот момент зазвонил телефон. Оливер встал, пошел на кухню и снял трубку. Его удивил голос, которого он не слышал десятилетиями. «Мистер Грейсон? Это детектив Клара Хейл. Мы звоним по поводу давнего дела вашего отца. Сегодня утром в лесу неподалеку лесоруб нашел старую сумку, внутри которой была одежда священника и Библия с именем вашего отца». Оливер замер. «Это шутка?» — спросил он с недоверием. «Этому делу столько лет». «Я понимаю ваш скепсис», — спокойно ответила Хейл. «Но могу вас уверить, находка реальна. Мы бы хотели, чтобы вы приехали и опознали предметы. Я сейчас же отправлю офицеров за вами». «Конечно», — ответил Оливер. Его сердце бешено забилось. Его мысли метались между удивлением, страхом и надеждой. Он представлял, как отец бережно держал в руках ту самую Библию, теперь лежащую где-то в полицейском участке. Проходя мимо телевизора, он бросил взгляд на все еще идущую религиозную программу, где проповедник с пламенем в голосе взывал к покаянию и вере. Что-то защемило в груди. Вина, давно забытая. Он вспомнил, как в детстве сидел рядом с отцом в переднем ряду церкви, слушая каждое слово, веря каждому взгляду. С тех пор, как отец исчез, все изменилось. Вера, когда-то служившая опорой, рассыпалась, как глина, попавшая под дождь. Оливер больше не мог молиться, не мог даже по-настоящему думать о Боге. Проповеди, которые он когда-то любил, теперь ранили. Он отвернулся от экрана, ощутив, как тяжесть прошлого снова навалилась на плечи, и в этот момент в дверь постучали. Прибывшие офицеры отвезли его к месту находки. Это был участок леса примерно в 20 минутах от города. Там уже работали сотрудники полиции, а место было огорожено лентой. Среди них была детектив Хейл, женщина лет 50 с твердым взглядом и деловой манерой. «Мистер Грейсон», — сказала она, — «это Питер Маккалоу, лесоруб, нашедший сумку». Плотный мужчина с потрепанным лицом пожал Оливеру руку. «Извините за обстоятельства. Я расчищал участок, когда заметил странность у старого пня. Стал копать вручную, экскаватор не подлез бы. Так и нашел сумку. И внутри Библия, и одежда. Я сразу понял, что это необычная находка», — рассказал Питер. Оливер подошел ближе и взглянул на пень, затем на сумку. Как она оказалась под деревом? «Похоже, дерево срубили еще давно», — объяснил Питер. «Кто-то выкопал под пнем яму и закопал туда сумку, а потом дерево сгнило». Содержимое сумки перенесли в палатку для осмотра. Библия, хоть и поврежденная влагой, содержала имя отца Оливера, написанное знакомым почерком. Внутри нашли также молитвенную записку, искреннюю тревожную мольбу о помощи
и защите от зла. Хейл попросила провести ДНК-анализ, на что Оливер согласился. Одежда и Библия совпадали, и беспокойство росло. «Вы считаете, это могло быть убийство?» — спросил Оливер. «Улик на насильственную смерть нет», — ответила Хейл. «Но пока мы не исключаем ничего». Оливер вспомнил, что отец вел аккуратные записи проповедей и дневники, но за 1983 год они исчезли. Он поехал в церковь Святого Павла, где служил его отец. Там он встретил пожилого пастора Эдварда Томпсона и отца Николаса Роу, бывших коллег отца. Они не могли объяснить исчезновение дневников, но вспомнили, что в последние недели тот все чаще уединялся в молитве. Оливер нашел старую проповедническую тетрадь в библиотеке, но случайно заметил одну странную книгу на верхней полке. Потянувшись за ней, он уронил ее и нашел внутри записи отца, пометки о финансовых нарушениях, имена Томпсона и Роу со знаками вопроса, комментарии об ответственности и искушении. В ту же ночь, обеспокоенный тревожными совпадениями, Оливер вновь направился к церкви. По пути он заметил слабый свет фонарей на кладбище и, осторожно подойдя ближе, увидел двух священников — отца Николаса Роу и пастора Эдварда Томпсона в тени старых сосен, копающих землю возле одной из забытых могил. Услышав шаги, они подняли головы, и Роу поспешно заявил, что они перезахоранивают останки старой собаки якобы по просьбе семьи. Объяснение показалось Оливеру натянутым, но он не стал спорить. Вместо этого он незаметно последовал за отцом Роу, когда тот ушел с кладбища один, неся тяжелую сумку. Оливер проследовал за ним по извилистой лесной тропе, ведущей к старой смотровой площадке над рекой Коннектикут. В лунном свете он увидел, как Роу снял крышку с сумки и стал вытаскивать содержимое, обернутые в ткань книги и другие предметы. Было ясно, что он собирался выбросить их в воду. Оливер, не дожидаясь, пока будет поздно, вышел из укрытия и громко окликнул его. Отец Роу вздрогнул, обернулся и попытался убежать, но споткнулся на спуске и упал. Пока он пытался прийти в себя, Оливер вызвал полицию, не выпуская священника из виду. Благодаря его вмешательству удалось предотвратить уничтожение улик. Внутри сумки оказались пропавшие тетради отца. При анализе одной из них выяснилось, что Джеймс Грейсон собирался публично разоблачить финансовые махинации. Роу и Томпсон признались в убийстве. Они убили Джеймса Грейсона в подвале церкви, тайно похоронили его под старой могилой и скрыли улики в лесу. Через 27 лет правда вышла наружу. Оливер снова обрел веру, которую потерял. Его отец, честный священник, наконец был оправдан и упокоен с миром. Справедливость восторжествовала. А вера, как и надежда, была возвращена тем, кто искал ее в самых темных уголках жизни. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.